Добрый день, меня зовут Петр, я представляю компанию «Добрый огонь», и сегодня у нас на обзоре печь норвежской фирмы Jotun, модель F602N. И начнем мы с того, что посмотрим на данную печь в работе, и для этого мы с вами переместимся на объект, где она установлена. Норвегия — это северная страна, у них полгода ночи холод, поэтому в чем, а в печах они знают толк. Модель F602N — это по сути модернизация более ранней модели F601, которая выпускалась с 1936 года для норвежской армии. Печь показала себя весьма надежной и эффективной, поэтому ее производят и по сей день, с внесением некоторых модернизаций. Фирма Jotun уже более 160 лет производит печи из качественного чугуна. Стоит сказать, что некачественный продукт невозможно выпускать так долго, а значит, если вы задумываетесь о покупке камина, вам стоит взять этого производителя на заметку. Итак, сейчас мы находимся на нашем объекте. В данном случае печь установлена в цокольном этаже здания, здесь еще идет ремонт, и стоит сказать, что печь устанавливалась на скорую руку. То есть дымоход здесь на данном этапе является временным решением, поэтому он не имеет шибера. Устанавливалась для того, чтобы в первую очередь создать необходимый температурный режим, чтобы можно было продолжать ремонт. И в принципе вот со своей задачей печь, как нам сказали, без проблем справляется. Собственно, ехали мы сюда по нескольким причинам. Первое, чтобы развеять свои и, возможно, ваши убеждения о возможных недостатках этой печи и на практике проверить регулировки, то есть режимы горения печи, посмотреть, насколько они эффективны, насколько они работают. Так как дымоход временный, шибера здесь нет, и полноценно воспользоваться регулировками мы не сможем, так как, чтобы перейти в режим длительного горения, нам необходимо прикрыть нижнюю поддувальную заслонку и перекрыть шибер почти полностью. Но поскольку его здесь нет, перекрывать, как вы понимаете, нечего. Поэтому, в принципе, мы посмотрим в номинальном и в максимальном режиме горения. Их вообще, если правильно собрать дымоход, включить туда шибер, будет 3. То есть у вас в печи есть минимальный режим горения, когда вы полностью закрываете подачу воздуха снизу, прикрываете шибер почти полностью, и печь у вас переходит на свою минимальную мощность, это 2,3 киловатта, на которой она, скажем так, переходит в режим длительного горения, где у вас одна закладка может гореть порядка 6 часов. Вот. Далее у нее есть номинальный режим, то есть мы приоткрываем нижнюю регулировочную заслонку и шибер. И здесь как раз печь выходит в свою номинальную мощность. И можно на максимум все открыть, если мы здесь, и вот как сейчас шибера у нас нету. То есть она работает на своей максимальной мощности 8,5 киловатт. В принципе, данной печи, несмотря на ее компактные размеры, хватит, чтобы обогреть площадь порядка 80 квадратов. Вот. Я вам скажу по опыту, брали люди обогревать площади до 90 квадратов, и им хватало. Вот. Они потом приходили, делились тем, что без проблем. Она обогревает, в помещении тепло, хотя порой это были даже такие летние кухни. Стоит сказать, что печь настолько хорошо выжигает древесину, что по сути остается пепел, он прессуется, и печь можно достаточно долго не чистить. Вот конкретно здесь мы ее перед началом розжига вычищали, ее не чистили почти месяц. И что касается ее компактных размеров, ну я вам скажу, что растопили мы всего минут, наверное, 5 назад, и вот она уже полностью прогрелась, рядом с ней достаточно жарко. Вот, и в помещении температура достаточно быстро поднимается. Вот, по отзывам непосредственно хозяина, он говорит, что достаточно для своих размеров она мощная. Еще одно из убеждений, которое хочется сразу проверить, это
тот факт, что печь без проблем может работать с открытой дверцей. То есть если мы откроем дверцу, мы можем не опасаться, что дым у нас будет порциями выходить в наше помещение. Если мы откроем, сперва немножко подержим в приоткрытом состоянии, чтобы нормализовать давление внутри топочной камеры у нас в помещении. И вот сейчас мы ее открываем. Вот. Как видите, дым у нас не выбрасывается в помещение. Не знаю, видно ли это хорошо на камеру. Вот. Но ни запаха, ни каких-то клубков дыма, которые бы выходили в помещение, нету. Некоторые нюансы с установкой. Нужно понимать, что печь данная излучает тепло на все 360 градусов. То есть вся она является таким полноценным обогревательным прибором. Поэтому до ближайших горючих поверхностей должно быть минимум полметра. Но это расстояние можно сократить посредством использования каких-либо изоляционных материалов. Это может быть минерит, это может быть чаще всего скамотек, реже кто-то использует стекломагнезит. Так или иначе, если вы ставите печь чуть ближе к горючей поверхности, например, это гипсокартон, да, либо дерево, что чаще бывает, обязательно изолируйте это место. Также не забывайте, что подпятника, который идет в печи, это хорошо, что он есть, но под печь все равно нужно класть предтопочный лист, чтобы в случае, если у вас выпадет какой-то уголь, он не прожег пол, да, или какое-то у вас покрытие, а упал на предтопочный лист, вы его аккуратно собрали и забросили обратно в камеру. Также мы решили провести небольшой эксперимент. Мы взяли с собой на съемки тепловизор. Сейчас мы его включим и посмотрим, какие элементы печи до каких температур нагреваются. Я напомню, что сейчас у нас печь находится в номинальном режиме. Она уже у нас топится порядка, наверное, минут 20. Вот. И мы сейчас включим тепловизор, посмотрим, до какой температуры у нас нагрелась конфорка, до какой температуры нагрелся дымоход, ну и сама печь непосредственно в каких местах, где какую температуру она имеет. Итак, вот мы подключили наш тепловизор. Ну и давайте начнем с конфорки, сварочной поверхности с нашей. Наведем на нее. В принципе, на данный момент на ней температура порядка 270 градусов, почти 280. Далее, если мы перейдем на дымоход, на дымоходе, вот первый метр, он обычно самый горячий. В самом начале здесь 250 градусов, и выше уже у нас на уровне полуметра, наверное, уже остается 65-60 градусов. Боковые стенки печи, если мы посмотрим, у нас имеют температуру 290 градусов, округлим. И фронтальная стенка, либо стекло. У стекла обычно достаточно высокая температура, то есть тоже 257-258 градусов по Цельсию. И ножки. Многие спрашивают, а нужно ли обязательно под печь делать какой-то постамент из кирпича, чтобы ничего не загорелось. Я вам скажу, что ножки снизу у вас имеют температуру всего 25 градусов, 26. Чуть-чуть выше 39-40. То есть ножки почти не прогреваются. Это специально сделано для того, чтобы для печи не нужно было выкладывать какой-то особенный постамент, чтобы у вас не загорелся пол. Кроме того, на дне печи, и не видно, но там еще устанавливается специальная температура отсекающая пластина, чтобы как раз таки исключить теплопередачу на пол. Вот. Сейчас, я думаю, мы с вами подождем еще минут 20 и еще раз сделаем обзор тепловизором после того, как печь погорит свой час 40 минут. Посмотрим, как изменится температура. В процессе эксплуатации мы используем дрова сырые. Кроме того, там попадаются хвойные породы, то есть преимущественно сосна. И тем не менее стекло у нас остается чистым. Вот, то есть, с одной стороны, здесь играет сама запатентованная система стекла норвежского, то есть с внутренней стороны стекла там идет микронапыление металла.
которая дает саже, когда печь разгорится, наберется нужная температура, выгорать со стекла. С другой стороны, играет роль тот факт, что печь достаточно быстро и активно горит, то есть дает тепло, очень быстро нагревается. Тут даже вот этот гул настолько сильный, что прямо чувствуется какая-то мощь сосредоточена, несмотря на то, что вот достаточно такие компактные размеры. Вот, поэтому стекло даже ни разу не потемнело. Это необычно и приятно. Еще я думал, что в принципе в такой печи стекло больше так, побаловаться, посмотреть, нужно подкидывать или еще не нужно. Но сейчас вот смотрю, что в принципе, если поставить напротив кресла невысокое или кресло-мешок положить и лечь, можно достаточно неплохо наблюдать за огнем, достаточно симпатично это выглядит даже сквозь такую решетку. Она даже придает какой-то своей атмосферности. Посмотрим боковые стенки. У нас температура на данный момент 330 градусов стала. Варочная поверхность наша также на данном этапе разогрета до 330 градусов. И наша труба 130, чуть ниже 330, небольшой участок. Но если вот мы поднимемся, 120 градусов, это полметра, метр высота у нее. Стекло наше тоже 320, 330 прыгает температура. И ножки, что немаловажно, вот на них опускаемся, 31 градус. То есть, в принципе, их можно брать, трогать рукой, они холодные, они вообще не прогреваются. Вот здесь уже чуть выше, их тоже, опять же, все равно можно держать рукой, они просто теплые. Не сказать, что они даже горячие. Вот. Плитка вот рядом от печи, видно, разогрелась до 60 градусов порядка. В принципе, в мерах безопасности, предосторожности стоит под низ уложить какую-то негорючую изоляцию, но опять же это может быть лист какого-то огнезащитного материала, не более того, потому что теплопередача именно на пол, на низ, она минимальная. Чего не скажешь о боковых стенках, верхней стенке. Ради интереса можно было замерить, попробовать заднюю. В месте, где выходил бы дымоход, если бы он подключался с задней стороны печи, 330 градусов. И к низу, естественно, температура чуть падает до 200. Мы действительно убедились, что печь греется до достаточно высоких температур, достаточно быстро, а значит достаточно быстро отапливает помещение, начинает отдавать тепло. Мы рассмотрели данную печь непосредственно в работе, оценили ее, и сейчас перейдем к рассмотру внутренней части, других характеристик этой печи, но для этого переместимся уже в наш салон. Сейчас мы перейдем непосредственно к характеристикам данной модели и начнем с габаритных размеров. Ширина данной модели габаритная составляет 320 мм. Высота от ножки до верхней плиты 640 мм. Глубина данной модели габаритная 540 мм. Глубина топки по паспортным данным составляет 400 мм, но если мы будем задаваться вопросом максимального размера дров и замеряем рулетки, то мы увидим, что максимальный размер дров 430 мм длиной. Далее у нас идет варочная поверхность, которая в диаметре у нас будет составлять 235 мм. И последний важный размер, диаметр дымохода, о котором мы уже говорили, составляет 120 мм и может выходить сверху, либо с задней стороны печи. Сейчас мы перейдем непосредственно к обзору топочной камеры. Она относится к представителям подового горения, и если мы заглянем вовнутрь, мы увидим по бокам двойные стенки. Они предназначены для того, чтобы защитить ваш наружный корпус от термоударов или от перекала, перегрева. И также они защищают от механических повреждений, которые могут производиться в результате, скажем так, не очень бережной закладки дров в камеру сгорания. Помимо этого, сверху у нас расположен пламяотсекатель, который позволяет теплу максимально концентрироваться в печи, а не уходить в ваш дымоход. И также, если мы посмотрим снизу вверх,
мы увидим там ребра жесткости, расположенные на нижней части нашей конфорки, которые позволяют увеличить теплопередачу, то есть сделать так, чтобы ваша варочная поверхность нагревалась максимально быстро и до максимально высоких температур, что тоже плюс. С внутренней части нашей дверцы расположен по контуру керамический шнур, который обеспечивает герметичное закрытие нашей дверцы, а значит нейтрализует возможность появления подсосов воздуха, которые будут неблагоприятно сказываться на процессе горения. Подводя итог, можно сказать, что модель F602N является самой продаваемой печью в мире, а гарантия от производителя в 25 лет говорит о том, что она будет долго передаваться у вас в семье по наследству. На этом наш короткий обзор подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы в комментариях. Наши салоны находятся в Минске и в Гомеле, в них вы можете обратиться за более подробной консультацией. Вся информация находится в описании под видео. До новых встреч!